Так вот, по поводу чудес. Значит, мы все живем, вообще-то говоря, в очень интересном мире, мир, в котором чудеса возможны. Мы это вроде все знаем. Но вот хочется, чтобы этих чудес было побольше. Причем тех, которые надо. Потому что иногда бывают чудеса, что-то такое случилось, а нам это не нравится. Это уже называется по-другому, другим словом. Чудо – это когда что-то вот такое произошло приятное для нас. Да, то есть, чтобы вот эти чудеса случались, надо им как-то помочь. И вот мы говорим о том, что светличная технология – это то, что как раз может помочь в организации того, чтобы у людей происходило чудо. Но вот кроме удачи времени, да, то есть еще другое время, которое называют время успеха. Чем оно отличается от времени удачи? Да? То есть, ну, успех – это когда ты успел попасть в нужное время в нужное место. То есть, как бы события уже и так должны свершиться и без нас, но вот важно, чтобы мы в нужном месте оказались, чтобы это событие попасть. А чудо – это совсем другое. Да? То есть, время удачи – это когда происходит совсем другое событие. Этого не должно быть, а оно вдруг раз и появилось. Да? То есть как бы мы находимся в той точке времени и пространства, где это как раз происходит. И происходит это чудо, соответственно, в тот момент, когда мы к нему не готовы. Да? То есть что значит не готовы? Мы не ожидаем. Ну, тогда для нас чудо. А если ожидаем, ну вот, хорошо, слава Богу, все свершилось так, как должно быть. Но вот время, которое человек может сам организовывать, это вот как раз и есть время успеха, да, и время удачи. То есть, ну, для успеха мы говорили, у нас есть такая карточка светлица блага, и многие светлицы как раз помогают реализовывать нам события именно таким образом, чтобы мы в них попадали. А вот с временем удачи или с временем чуда тут немножко более сложный процесс, потому что это время надо еще создать. То есть не просто, чтобы оно как-то откуда-то само взялось, а время удачи требует некого участия человека для того, чтобы это время было сформировано, ну, как некая структура. Тогда мы в этом времени можем реализовать какие-то задачи, которые, в общем-то говоря, для нас, в общем-то, в обычном времени недоступны. Как в этом плане могут помогать светлицы? Да, то есть, ну, они могут помогать в том плане, что человеку проще сконструировать это время удачи, когда имеются светлицы. Вообще вот качество конструктора времени, оно есть у каждого. То есть каждый может создавать время как некую структуру, в которой будет проявляться та задача, для которого этот человек это время создает. Но не все так просто, да, то есть не все просто. Почему? Потому что нужны какие-то еще дополнительные условия. Какие условия нам необходимы? Ну, во-первых, энергия должна быть, да, то есть достаточно энергии, чтобы мы могли это время каким-то образом реализовать, проявить. Потому что это же поворот как бы совершенно в другую реальность. Почему это поворот в другую реальность? Ну, вот есть такая интерпретация квантовой механики, которую предложил Эверетт, в отличие от интерпретации, ту, которую предложила нам Копенгагенская группа еще на заре 20 века. Они предложили Копенгагенскую конференцию, когда рассматриваются там разные допущения, как работает эта квантовая механика. Но там есть ряд экспериментов, которые не укладываются в эту копенгагенскую интерпретацию. И вот Эверетт предложил другую, так называемую мультиверсную интерпретацию, что есть множество реальностей, и в этих реальностях мы можем как-то путешествовать. Ну, это вот одно описание, то есть с точки зрения квантовой механики. С точки зрения теории физических структур, как бы есть другое описание, что есть реальность, в которой мы существуем, есть другие реальности, которые также являются отображением мира структур, в котором мы все связаны. Но это как вот в компьютере
и процессор может быть один, а мониторов может быть разные. Поэтому каждый монитор – это как другая реальность, и там может быть свое отображение, то есть свое кино, которое мы можем смотреть, но в одном мониторе одно, в другом другое. Но тем не менее все эти мониторы связаны как-то вот с единым процессором и каким-то образом могут управляться из единого центра. Так вот, в этом плане теория физических структур нам как раз дает такое вот представление, что есть возможность изменять вот это содержание этого монитора, то есть как бы эту передачу, которая к нам идет. Да, то есть тогда появление чего-то нового на этом мониторе, как раз того, чего не должно быть в этом фильме, да, то есть оно как бы из другой реальности начинается передача, это и есть вот как раз проявление вот этого времени удачи или времени чуда. Как его проявлять? Да? То есть, ну, для этого вот разработаны технологии эксперт-операторных взаимодействий Борисом Сергеевичем Золотовым, и они показывают, что в жизни этих чудес может быть очень много. Я когда попал только вот в эту семинарскую среду, то, конечно, меня это сильно поразило. Все я считал, что только в каких-то фантастических произведениях только такое может быть. А тут на тебе вот чудеса прямо-таки на глазах происходят. То есть, поэтому и заинтересовался этими технологиями, постепенно вот начал их изучать и вот в своей научной деятельности шел туда. И как бы светлица это тоже вот для многих такое же чудо, потому что это не может быть, говорят большинство, чтобы вот какой-то там кусочек пластика что-то мог делать, ну, например, как у автомобиля, уменьшать СО в выхлопе автомобиля там в 10-15 раз. Ну, такого не может быть. Но, тем не менее, мы берем, проводим замеры и видим, что это работает. Ну, значит, вот человек, который первый раз с этим столкнулся, для него это чудо. Артур Кларк говорил, что любая развитая технология при предъявлении выглядит как чудо, если человек не знаком с этой технологией. Поэтому можно говорить просто о чудесах, а можно говорить о научных подходах к этим чудесам. Поэтому мы как раз здесь и рассматриваем вот вопросы, связанные с наукой. О чем тут речь идет? О том, что мы уже об этом говорили, что вот можно изменить состояние объекта с помощью светлицы. То есть убрать какие-то помехи, которые мешают проявить качество этому объекту, и сделать их проявленными. То есть вот не работал компьютер, потом вдруг заработал, да, то есть там монитор. Ну, просто я сам пробовал на своем компьютере, у меня как бы это тоже сработало, я когда поделился, вот человек, который решил тоже попробовать на своем компьютере, и у него тоже получилось. С точки зрения как бы стороннего наблюдателя, это опять же не может быть, как можно починить компьютер, если туда внутрь не залазил и ничего не делал. Ну вот, что там может быть восстановиться само, потому что убрали то, что мешает этому работать. Ну и вот отзывы здесь у нас, которые есть в этой папке, есть еще и другие папки, там тоже с отзывами и с описанием чудес. Мы там раньше такой подобный конкурс проводили, можете с ним познакомиться, с этим конкурсом. Поэтому здесь имеет смысл поглубже окунуться для того, чтобы понять, что нам помочь вот в этом проявлении чуда еще может вера, да, то есть как бы энергия, вера. Почему вера нам? Потому что мы можем допустить, потому что иногда мы сами не допускаем, что вот что-то с нами может случиться, но стоит это допустить, то оно может начать случаться, да, то есть происходить. То есть это вот один аспект. Другой аспект связан с тем, что значит чудо, да, то есть это рождение чего-то нового. Борис Евгеньевич сказал, что чудо – это рождение нового мира. Вот почему? Ну, потому что, когда что-то появилось, оно же появляется не в виде одного какого-то фактора, да, то есть как бы там множество параметров, чтобы описать вот эту систему, которая вдруг и начала проявляться. И, естественно, если мы говорим о множестве каких-то параметров, они все как-то должны согласованы быть и вписаны в эту реальность. Тогда мы, когда говорим вот об эверетовской, если модели, то Эверет говорит, что когда что-то меняется, да, то есть появляется другая Вселенная. То есть Вселенная расщепляется на две. Вот у нас одна была реальность, вот у нас есть точка, где что-то вдруг произошло,
то, чего не могло бы быть в этой реальности. У нас расщепилась она, одна пошла как бы вот реальность с той самой, какая была, в нем нет этого вот чуда, а появилась другая реальность, в которой есть это чудо. Да? То есть поэтому всегда это появление некого нового мира, в котором вот теперь это существует. Но тот мир, который был без этого, он все равно остается. Он также может как-то развиваться по каким-то своим законам и существовать параллельно вот с этими мирами. Но не все, конечно, могут быть проявлены одинаково, то есть тут уже как бы вопросы. Поэтому если мы хотим, чтобы в нашей реальности что-то чудо проявилось, то нам еще надо, ну, чтобы это чудо создалось. Каким образом оно создается? Ну, это всегда соединение. Да? Было что-то одно, что-то стало другое. Мы это соединили, и на этом соединении мы получаем что-то третье, то, чего еще не существовало никогда. Ни в одной системе, ни в другой этого нету, а про их взаимодействие произошло. Да, то есть, но если мы это взаимодействие мы организуем на неком модельном уровне, у нас может произойти появление новой структуры, которая начала проявляться локально вот для вот этой системы двух объектов. Но так как одна и та же структура может проявляться в разных процессах, и на микроуровне, и на макроуровне, да, то есть и на мегауровне, то есть на уровне движения звезд там, до планет, то фактически мы участвуем во взаимодействии, которое проявляться может в целом ряде процессов. Но нам надо вот как бы научиться формировать вот эти процессы как бы вот этого созидательного уровня. Причем это можно делать на самом деле не обязательно там, через какие-то процессы, которые ну, говорят, вот это творчество, там картины рисовать, стихи писать, то есть художественное творчество, да, то есть как бы есть. Но творчество, оно может проявляться в любой деятельности. Что бы мы ни взяли, мы можем это сделать творчески, а можем сделать рутинно и однообразно, как мы делали это и раньше. Но самое интересное, когда творчество начинает рождаться в отношениях. Потому что вот теория физических структур рассматривает два множества, да, то есть в которых есть какие-то связи между элементами, как некие отношения, которые формируют вот эту реальность. Соответственно, моделировать мы можем чем? Эти множества? Ну, людьми. Да, вот один человек есть, и другой человек, они начинают взаимодействовать друг с другом, создавая отношения или их разделяющие, или их сближающие. Или это или конфликт, или это любовь. Да? То есть если мы говорим о создании нового мира, чего-то, но это всегда любовь. Если просто конфликт, как некая разборка, то есть там может быть и наоборот. То есть разрушение связи, а не создание ее. И вот мы уже в течение ряда занятий да, пытаемся разными способами смотреть на конфликты с разных сторон. Почему? Потому что нам надо выработать взгляд именно на взаимодействие как некий творческий процесс, чтобы мы могли разных позиций смотреть на этот процесс. Не только с позиции вот двух людей, которые конфликтуют, а могли бы смотреть более широко, да, то есть позиции наблюдателя, который за ними стоит. Позиция наблюдателя над наблюдателем, который смотрит на общий процесс, когда в нем есть наблюдатель. Почему важно нам наблюдатель? Ну, потому что вот в опытах, в экспериментах со светом было отмечено, что влияние наблюдателя на процессы света, взаимодействия световых очень сильное. То есть нет наблюдателя, световой процесс идет по дому. Появляется наблюдатель, который каким-то образом может зафиксировать этот процесс, измерить его, или измерительный элемент. Процесс идет по-другому. Значит, раз есть наблюдатель, который, значит, наблюдатель фактически формирует для этого процесса новую реальность. Поэтому мы сейчас с вами будем опять продолжать заниматься имитационным моделированием для того, чтобы научиться формировать что-то в этой реальности. Но для этого что нам нужно будет? Ну, для этого нам нужны светличные структуры, во-первых. Да? То есть, ну, во-первых, нам нужна структура веи, мы о ней уже говорили, это вот у нас такое изделие, которое помогает выбирать какие-то искажения в структуре или интегрировать эти искажения, если они нам нужны, если мы их можем использовать, энергетику этих взаимодействий, которые для нас нужны. Почему это нам важно? Потому что мы все по ходу жизни набираем каких-то светов. Да? То есть ну, их можно назвать духами, можно еще как-то. И эти света от других людей, от других источников к нам приходят, и мы их
в себя включаем, так или иначе. То есть хотим мы этого или нет, это все равно идет такая собирательная. Мы все время такая папка, в которой куча файлов еще посторонних, кроме нас самих, находится. И вот важно вот эти света, которые в нас вошли, если они нам не мешают, то их соединить и вот эту энергию, которая к нам приходит, использовать в качестве созидания. Что значит созидание? Значит, дополнить как бы вот эту картину мира, которая у нас есть, какими-то более общими аспектами, которые в этом мире существуют. Ну вот, например, да, вот мы посмотрели ролик человек сделал, прислал, но в этом ролике он что? Он подсветил собой вот ту информацию, которую он нам делится. То есть он фактически кусочек света какого-то нам передал. И нам бы чтобы принять этот свет, хорошо бы, чтобы мы его могли использовать в нашей жизни. Да, то есть поэтому вот Вея у нас она не только зачищает как бы вот структуры, с которыми мы взаимодействуем, но еще помогает реализовать эту интеграцию. И кроме этого нам еще нужно будет, как и в прошлый раз, мы будем работать с зеркалом. Надо нам зеркало, вот, в котором есть такая карточка, которая называется зеркало Исиды. Но, может быть, у кого-то и нету вот этих структур Вея, зеркала Исиды, но это не важно, потому как к нашему каналу Zoom эти структуры присоединены. И мы с ними можем взаимодействовать. То есть сейчас технология такая, что мы можем виртуально взаимодействовать со светличными структурами. И вот те, кто у нас еще не присоединен к сайту Bionет, то могут присоединиться и самостоятельно присоединить к себе и структуру Bionet и попробовать с другими структурами повзаимодействовать. То есть сейчас такая возможность есть. Вы можете подключить к себе самые разные структуры светличные на время, например, да, то есть, ну, на месяц. То есть, если хотите на 2, хотите на 3. Причем, если выплачивается сумма постепенно цены изделия, то... Так, значит, поэтому с Веей мы все равно взаимодействуем, даже если у кого нет карточки, если кто карточку имеет, может просто на эту структуру дополнительно настроиться и в ней почувствовать ее взаимодействие. Зеркалом Исиды. Почему нам еще зеркало нужно? Потому что мы хотим взаимодействовать не просто вот как бы вот здесь и сейчас, а мы хотим, чтобы у нас процесс этот был растянут во времени. А зеркало Исиды – это структура, которая нам позволяет согласовывать процессы временные, на больших промежутках времени, далеко в прошлое, далеко в будущее. Что значит далеко в прошлое? Да? То есть как бы у нас есть наша жизнь, начало, есть где-то там в будущем, может быть, конец. Вот какие-то задачи, которые у нас существуют, они у нас родились совершенно, может быть, не сейчас. И не из нашей жизни идут. И, соответственно, если это мы таким образом существуем во времени, то нам вот эти задачи бы как-то в них надо принять участие. Почему обязательно принимать участие в таких задачах? Потому что, ну, как говорят, незнание законов не освобождает от ответственности. Если мы сюда пришли в эту жизнь, то мы ради каких-то задач существуем. Если мы предполагаем, что жизнь только одна и больше нигде ничего нет, ни до начала, ни после ничего не существует, ну тогда это одна идеология, да, то есть, ну тогда нет надобности заморачиваться по поводу того, что нам надо делать. Если есть предположение, что все-таки что-то существует за пределами нашей жизни, и мы, как говорят, тогда в конце не умираем насовсем, как говорил Высоцкий, то тогда надо к этому готовиться. Значит, принимать участие в каких-то процессах, которые нам необходимо принимать. Как мы можем это узнать? Ну, в принципе, нам никак. Да, то есть, значит, если мы хотим все-таки, чтобы эти процессы у нас существовали, то мы тогда должны настраивать свое чувство пути таким образом, чтобы оно, это чувство пути, нас вело изнутри. Не было не внешние какие-то у нас задатчики, которые нам указывали бы путь, и говорили, вот, поворачивай налево, поворачивай направо. Ну вот мы карту блага, в общем-то говоря, затачивали, чтобы она нам как-то направляла под это дело. Но
к сожалению, на больших промежутках времени у нас могут быть совсем другие задачи. Не те локальные задачи повышения потока благ, которые нам нужны сейчас в данный момент, а у нас что-то есть более важное, что нам надо сделать и принять участие в каких-то процессах, чтобы наши потомки, например, уже не как-то жили по-другому, не так, как мы. Или, может быть, мы после этой жизни тоже участвовали в чем-то, что нам очень будет нужно. Так вот, зеркало Исиды как раз создавалось как устройство, которое помогает нам двигаться во времени. И пытаться, которое помогает нам настраивать чувство пути с тем, чтобы наши желания стали истинными. Вернее, как наши истинные желания у нас проявились. Потому что желание желанием рознь. Вот сегодня можем одно хотеть, завтра другое, послезавтра третье. Но что-то нас должно вести куда-то вот вперед, таким образом, чтобы мы как можно меньше отклонялись от этой линии жизни и как можно меньше отвлекались на что-то нам ненужное. Ну вот, но так как, опять же, не у всех зеркала есть, зеркало Исиды, то но структура, не менее, зеркала Исиды транслируется, поэтому я попросил приготовить зеркала, просто вы их перед компьютером поставьте между собой и компьютером. Зеркальной поверхностью к себе. И тогда это зеркало, оно, вот пока мы тут разговариваем, оно набирает нам, создается, ну, как бы модифицируется той структурой, которая транслируется через монитор. И дальше мы с ним поработаем для того, чтобы реализовать какие-то наши задачи. Поэтому мы сейчас попробуем продолжить вот ту работу, которую мы делали раньше, и создать условия для соединения. Соединить какие-то вот в каком-то процессе, ну, два объекта, например, для начала. Да, то есть, поэтому давайте попробуем сегодня взять какую-нибудь задачу из жизни кого-нибудь. Если кто-нибудь хочет озвучить свою какую-нибудь задачу, пожалуйста, давайте мы ее сейчас разберем. Ну, чтобы у нас не вообще был как бы абстрактный там какой-то спор на непонятную тему, а мы бы взяли вполне конкретный пример. И чтобы еще в результате человек получил какую-то пользу от того, что его разберут с разных позиций его задачу, и, глядишь, у него это уже будет не неразрешимый вопрос, а он сможет с ним дальше как-то по-иному существовать. Поэтому, если кто хочет вот такой поставить задачу для себя и для других, то давайте попробуем. То есть нам надо будет иметь минимум 4 человека сейчас, потому что у нас будет, мы как бы будем их менять, разные позиции ставить. То есть у нас будет позиций несколько. Сейчас я вам одну схемку тут изображу на экране. Как это может быть? То есть 4 позиции. 4 позиции, значит, будет у нас, вот обратите внимание на эту схему. Значит, позиция 1. Первый – это у нас постановщик задачи. То есть он говорит, вот у меня такая проблема есть. То есть хочу вот ее порешать. Второй – это тот, кто будет ему оппонентом. То есть он будет как бы для него выполнять ролевую игру для вот решения этого вопроса. Третья позиция – это тот человек, который будет наблюдать. Это с точки зрения обратной связи. То есть он будет его, может быть, давать, но так минимально. Если вдруг участники сильно куда-то там будут не туда съезжать, он будет доброжелательно им говорить, вот давайте вот попробуем с этой стороны. Вы как бы так спокойно и начинаете говорить не очень-то эмоционально, а вот давайте разберемся более хорошо. Так называемая доброжелательная обратная связь. Но он же смотрит из третьей позиции на этот вопрос с разных позиций времени, со стороны прошлого, со стороны будущего. Как этот вопрос, откуда он мог взяться в прошлом, с одной стороны, как он мог там это звучать, и как это может быть потом в будущем, если этот вопрос будет по-другому решен. Еще есть четвертая позиция. Четвертая позиция – это человек смотрит как наблюдатель, но как вот на все вот это вот то, что есть, как некое кино. И он абстрагируется от него. Ему это, в общем-то, он старается эмоционально не зацепляться. Он как бы это смотрит с позиции еще более широких.
Здесь, правда, можем еще пятую позицию ввести. То есть так как это мы взаимодействуем над какими-то структурами, значит, может быть еще пятая позиция, связанная с тем, что у нас можем смотреть еще более широко, да, то есть с уровня структур, как это влияет, например, на структуры, связанные с, например, со всей цивилизацией, да, с какими-то планетой Земля и так далее. То есть, потому что, опять же, мы говорим, что структура это может быть рассматриваться конкретно в данном вопросе достаточно узкая, но так как эта структура одна и та же может проявлена в разных сторонах нашей реальности. Вот, поэтому, если кто может смотреть с пятой позиции, пожалуйста, смотрите. Но четвертая, как бы всем доступна, все могут смотреть это на как вот такое кино. А потом меняемся. Первый переходит в третью позицию, второй в первую. Да, то есть как бы четвертый пока остается на своем месте. То есть и вот так вот происходит замена. Потом третий, следующий цикл. И мы так несколько кругов делаем. И будем менять. Первый, второй будут меняться. Что нам это дает с точки зрения синтеза? Значит, смотрите, какая ситуация. То есть, когда мы рассматриваем, что есть вот взаимодействие, да, то есть одного человека и второго, то нам надо, с одной стороны, позиции соединить их, а с другой стороны, может быть, в чем-то их разъединить. То есть убрать что-то, что нам мешает. Кроме этого, мы можем понимать, еще с одной стороны смотреть на это дело, подразумевая, что есть некоторые аспекты у кого-то, да, то есть, но они как-то с нами связаны. То есть почему? Ну, потому что говорят, что весь мир – это некое зеркало, которое нам отражает наши внутренние процессы. Поэтому мы тут сегодня с зеркалом и работаем. Если это зеркало, есть участники, которые здесь, то это тоже они нам, может быть, демонстрируют что-то, что нам необходимо. Для нас это очень важно. Если мы хотим понять что-то глубже в этом мире, да, то есть то важно обращать внимание, как говорят, нечего на зеркало пенять, коль рожа крива. Поэтому то, что во внешнем мире мы видим, вероятно, это проявление каких-то наших внутренних процессов. И если это нам не нравится, надо разобраться в себе, почему нам это не нравится, почему нам это, может быть, как-то вот в чем-то претит. Но с другой стороны, мы можем, опять же, помочь кому-то разобраться. Человеку самому очень сложно бывает вот разобраться в таких вопросах. Ему кажется, что все понятно. Все тут ясно. Полный тупик, и делать, и вообще невозможно с этим жить. А если взять, как бы подняться над ситуацией, посмотреть, как это можно соединить в какую-то другую систему, там могут открыться совершенно неожиданные аспекты, которые ранее были недоступны. И это можно сделать только встав вот в какую-то другую позицию, да, то есть не в виде участника, а посмотреть со стороны, когда это начинают обыгрывать другие люди. Ну что, у нас кто-нибудь хочет на себе свою же собственную ситуацию как бы с разных позиций обыграть? С тем, чтобы вот есть какая-то, ну, вот что-то напрягает в этой жизни, но мы можем взять и сейчас это вот напряжение снять и открыть какие-то новые горизонты для того, чтобы можно было. Вот. И поэтому и тот, кто шагнет, как бы вот наберется духа и шагнет, он... Ну, давайте я наберусь Алла, духа. отлично, да, вот у нас Алла есть. Но нам надо какую-то ситуацию, как бы такого, типа, чтобы был другой человек, которым вот почему-то не удается какой-то вопрос решить. Да, то есть, как бы, ну, как бы мы с этой стороны озвучиваем какую-то проблему. Ну, давайте, да, решайтесь. Ну, вы знаете, я такую возьму общую, ну, вот как бы не реализация потенциала, да, то есть вот... Он же нет, нам надо поконкретнее, потому что это должно вылиться в какой-то, где он, почему он не реализуется. Вот вы с кем-то взаимодействуете, видите, что ваш потенциал не реализуется. Через что? Где он проявляется, этот конфликт, когда вы с кем-то общаетесь? Через работу. М? Через работу, наверное. Или, ну, как бы нет, ну, конфликт, а нужна конфликтная ситуация, нужна именно ситуация между людьми или... Ну, или давайте вот, я хочу дом купить, вот она вот как бы тоже давно не И реализуется. кто вам мешает?
А вот что-то дом не находится. Нет, но это ведь, опять же, нам нужен второй объект. Как бы, кто вам... Давайте я буду вторым объектом. Нет, второй объект, но нам надо задачу поставить. Я не против, чтобы вы были вторым объектом. Нам надо поставить вопрос ребром, как говорится. Вот вы говорите, что нужен дом. Мгм. Да? То есть как бы вот вопрос тогда, кто мешает вам в этом? Ну, сама себе, наверное, мешаю. Ну вот опять же сама себе, да? То есть, может быть, нам Какой-то другой. как бы ситуация нужна, чтобы было два человека, да? То есть некая конфликтная ситуация, в которой мы разбираем. Вот есть одна претензия к другому человеку. Вот давайте мы с точки зрения претензий. Ну вот на этой неделе была ситуация, но она вот на меня просто наехали судебные исполнители, но как бы ни за что, и поэтому, в общем-то, ситуация разрешилась, но был конфликт, да, то есть был, в общем, конфликт. Хорошо, давайте, может быть, мы Оксану попросим. Может быть, она сформулирует тогда для какой-нибудь конфликт, который вот пока остался неразрешенным. Ну, как бы вот он есть и есть. В чем-то Мгм. напрягает. Если кто-то может другой, пожалуйста, давайте еще. Ну вот для меня конфликт непонимания, в том числе, когда ты не конфликтуешь сам по себе, и вроде бы действия твои, когда к тебе обращаются за помощью, они должны отвечать на благо, но когда в твой кабинет, я про себя говорю, да, в твой кабинет приходит личность, родитель пациента, и начинает говорить свои заявления о том, как он недоволен миром и вообще медициной и всем прочим. И в этот момент врач, который, в принципе, я про себя говорю, я расположена на добро, на позитив, и в этот момент я сталкиваюсь уже с конфликтной ситуацией, когда ко мне приходят конфликтные родители, у них между собой может быть непорядок, это чувствуется, у них нет взаимоотношений, чувства к детьми. И вот это вот с непониманием, когда заходит в кабинет, и ты должен как бы почувствовать, как бы не конфликтовать, а вот выйти из этой ситуации. Вот для меня это немножко, Ну, давайте ну, пример как бы конкретный, пример. поконкретнее. Пришел родитель, у Мгм. него заболел ребенок, Мгм. и он не хочет идти на больничный, потому что у него теряется зарплата. Мгм. И он хочет, чтобы его ребенок поправился за 2 дня. И он хочет, чтобы при этом был минимум назначен лекарственных препаратов, потому что он не хочет тратить на это деньги. Мгм. И вот если приходит такой пациент, то я понимаю, что это говорит родитель, а не пациент. То Мгм. есть я же чувствую ребенка, а я вижу, что здесь интересы родителей преследуются. И это конфликтная для меня ситуация, потому что, в принципе, я понимаю, что если я не пойду в угоду родителей, то родители не будут выполнять назначение и не будут как-то помогать пациенту. Мгм. То есть вот в этом аспекте Ну, то есть претензия со стороны конфликтно. родителей, То что есть к тебе пришли, требуют, в принципе, как бы это неправильно, ты должен идти на поводу третье заинтересованное лицо, которое заиграло. хорошо. Так, тогда кто у нас будет роль родителя выполнять, который хочет быстро вылечить своего ребенка? Алла, будете родителем? Да, хорошо. Вот такая абстракция, вот как бы вот. Мгм. Есть некий ребенок, который вот заболел, и надо его срочно вылечить, а врач сопротивляется, не хочет быстро лечить. Да? Значит, третья позиция. Кто у нас будет в третьей позиции? Тогда наблюдателя, который будет смотреть на этот вопрос во времени и направлять. Вот Евгений у нас руку поднял. Ну, давайте включайте свой микрофончик. Вы тоже будете как бы на связи, но говорить будете при необходимости. Хорошо, Так, слышно? тогда четвертый участник нам еще, который тоже будет потом участвовать в этом вопросе. Кто у нас будет четвертый? Вот Елена Винки. У нас она самая решительная, чаще всего у нас активно участвует. И главное, это хорошо не получается. Тоже вы включите микрофон, когда вы потом все равно, мы все будем сейчас эти позиции, вы будете менять.
Да, то есть, потому что вот когда будет Оксана говорить, в какой-то момент я скажу стоп, и вы с Аллой меняетесь. Алла будет врачом, а Оксана будет родителем. И вы продолжаете с той же самой точки. Да, то есть, как бы, и потом, как бы, меняемся. Потом будем еще, то есть, у нас такая, в общем-то, мы долго не будем. То есть, вы сразу быстренько раз высказались, пару претензий, потом стоп, поменялись там и так далее. Поехали дальше. Потому что, ну, в прошлый раз, на самом деле, было непонятно, чем мы тут занимались. Я поясню. Смотрите, у нас мы здесь не просто, ну, как бы пытаемся какой-то вопрос конкретно решить, да, то есть мы говорим, что мы хотим повзаимодействовать на структурном уровне, создать некую структуру, которая была бы более универсальная по отношению к тому, что у нас есть. Но как бы сделать более универсальный свет к тому, то есть поэтому у нас здесь вот есть сетевой объект, вот в виде участников с одной стороны. С другой стороны, у нас есть сеть Bionet, которая здесь присоединена, с которой мы тоже взаимодействуем. Есть структура ВЕИ, да, то есть, которая помогает нам вот интеграционно эти процессы реализовать. Но вот в данном диалоге, который мы наблюдали, да, то есть как бы мы не видели вроде бы сближения с точки зрения того, что позиции как бы каждый при своем остался. Да, то есть это о чем говорит? О том, что на данном уровне, да, то есть мы на самом деле этот конфликт не можем снять. Ну, то есть у нас нету как бы возможности шагнуть вот это дальше. Поэтому давайте мы сейчас как бы предположим, что мы сейчас на данном этапе как бы вот его сформировали. То есть сформировали некое взаимодействие, которое вот проявилось. Проявилось как некое несоответствие чего-то с чем-то. А теперь у нас дальше, мы же говорим, у нас есть еще зеркало, мы в нем еще ничего не делали, да, то есть как бы... А то вы Не, там подождите, сейчас давайте пока это, то у нас времени мало, мы сейчас в Хорошо. дискуссию, чтобы мы не включались. Смотрите, то есть как бы у нас мы обозначили и на неком структурном уровне проявили определенное некое напряжение. И в нем мы со структурой ВИА, что мы попытались сделать? Мы проявить вот эту структуру в диалоге, во взаимодействии. И в том виде, в каком она есть, она у нас не реализовалась, потому что мы видим, что к консенсусу мы не пришли. Да, то есть, значит, как выйти дальше? Как бы мы можем шагнуть дальше, чтобы вот на этом как бы абстрагироваться, опять же, от конкретики, а уйти в решение более глобальной задачи. Потому что конкретная задача, она может у каждого проявляться в своих каких-то конфликтных ситуациях, которые у нас, они возникают по жизни. В одного в одной ситуации, у другого в другой ситуации, у третьего в третьей ситуации. Поэтому мы здесь ее как бы неким образом проговорили. А теперь давайте с помощью зеркала Исиды как бы реализуем что? Попробуем реализовать синтез. То есть убрать логику, убрать суть вопроса как таковую, конкретную привязанную, да, оставить только вот некую структурную компоненту, которая нам на данный момент надо поменять, изменить для того, чтобы она реализовалась. Что мы для этого сделаем? Да? То есть у нас у всех есть зеркала, которые мы сейчас перед вами стоят. Эти зеркала что делают? Они ваш свет, который от вас идет, они преобразуют и возвращают к вам отраженный сигнал, но уже измененный, с восстановленной структурой. Но в силу того, что зеркало Исиды на больших масштабах работает, мы как бы через вот этот сигнал, который к нам идет, мы попробуем его сейчас сформировать более общую структуру. Каким образом? Да, то есть это можно делать. Это можно делать через опять движение. Через движение светов. Нам же универсальный свет надо сделать, поэтому мы сейчас будем света соединять. Давайте мы сейчас для начала, вот у нас есть 4 участника. Что они будут делать? 4 участника, которые у нас были. Евгений, Алла, Оксана и Елена. Давайте мы попробуем сейчас, остальные просто пока наблюдают. Что мы сделаем? Значит, у нас вот есть инструмент, руки опять же, да? И есть глаза. Свет у нас идет из глаз. Вот давайте сейчас попробуем, значит, свои руки, да, то есть размять немножко. На самом деле все это как бы могут делать, то есть разминаем свои руки как некий инструмент, который
ну, как некую такую глину, из которой дальше мы сейчас будем чего-то тут лепить. Из этой глины мы вытягиваем световые лучики, как бы как вот эти мечи джедая, которые вот биолазеры, которыми мы сейчас будем оперировать. Теперь мы берем, вот давайте пока все не натягивают, возьмем вот 4 человека, да, то есть как бы что вы делаете? Берите вот пальчики, да, то есть как бы представляете, что у вас из пальцев идут лучи света, да, то есть как бы от одного человека к другому, к третьему, четвертому. Вот 4 человека мы соединяем, и они как бы вот, представьте себе, что вы стоите на площадке, по углам этой площадки, вы с 4 сторон вы направляете лучи света друг к другу. Эти лучи соединяются, да, и натягиваются такие струны, как бы вот 2 стороны сюда, 2 стороны сюда. Как бы на самом деле еще и, как бы, и дополнительно от одного к другому. И ну, получается у нас такой прямоугольник световой, и еще по диагонали тоже еще лучи натянут. То есть вот у нас появилась такая световая сеточка. Да, то есть как бы вот натянули. И теперь мы как бы руки опускаем, а сеточка остается. Вот давайте так, руки опустили. А сеточка, вот эта световая, она осталась. Теперь что мы делаем? Теперь мы берем, я вам сейчас включу музыку, и берем только одну руку. Сначала берем левую руку. Ставим, да, то есть все 4. Ставим левую руку. Это модель, опять же, вот у нас левая рука, это вот, допустим, врач. Правильно? И теперь мы как бы вот движением руки пытаемся как бы отобразить врача, его структуру проявить вот в этом движении светов, потому что мы, когда двигаем рукой, у нас появляется световая компонента, которая неким образом участвует в этом вопросе. Сейчас я музыку только заведу. Потрем инструмент, упакуем цвет, который мы тут сформировали, и попробуем им умыться. И почувствовать, как он прямо входит в нас. То есть, что мы пытались сейчас сделать? Значит, мы пытались сейчас вот на структурном уровне, да, вот эту задачу, а также множество других, которые у нас тут параллельно, может быть, прорабатываются, да, то есть сформировать структуру, которая бы была общая для этих всех задач. Чтобы если сейчас она проявится у вас в какой-то другой форме, вы могли легко эту задачу решать. Может быть, не сразу, но постепенно. Поэтому если в вашей жизни сейчас будут появляться какие-то задачи такого плана или другого плана, понаблюдайте, да, то есть мы говорим о чуде, да, то есть что такое чудо? То есть вот раньше не было таких вот каких-то решений, каких-то таких ситуаций, в которых это невозможно было что-то решить. А сейчас они начнут как-то проявляться в вашей жизни. Понаблюдайте и напишите в чате или еще где-нибудь там в своих соцсетях, где вы пишете об этих вот событиях, которые будут происходить. И также о том, что сегодня с вами происходило, как вы выглядели, да, то есть как это выглядело в ваших глазах, то есть что вы чувствовали, что вы отмечали, вы тоже в разных позициях стояли во время этого нашего вебинара, кто в 4-й, кто в 5-й даже, а кто, может быть, в 3-й, кто-то сильно увлекался и поневоле входил в позицию другого человека. То есть вот это вот интересно было бы описать с точки зрения вот ваших взаимодействий на нашем вебинаре. Потому что всегда, когда вот в таком объеме собираются люди, что бы они ни делали, всегда будет с ними происходить чудо. Потому что чудо как появление нового света, который до этого еще не существовал. И есть возможность вот поучаствовать в таком коллективном чуде формирования и создать что-то интересное, новое, важное для всех участников.
В результате того, что вот мы делали, да, то есть проявилась еще какая-то структура, которая вот как раз как синтезный объект, который соединил все как бы в одно целое. То есть как новый свет, который, в общем-то, ради чего мы тут, собственно говоря, и собирались. Значит, чудо произошло. Ура! Спасибо большое всем участникам. Да, но при конфликтах надо учитывать, что вот мы, когда конфликтуем, мы фактически сами с собой конфликтуем, а не где-то вот с кем-то, потому что вот мы сейчас видели две руки. Это же две руки наши же собственные руки. Есть одна сторона, есть другая, но это все вместе. Мы же представляем это общее что-то. Поэтому все вот эти вот те или иные разделения людей на одних, на других, как бы вот эти границы, которые через нас все время проводят, пытаются, как бы это все искусственно, это все как бы вот попытка разделяя властвуй. А здесь мы говорим, что можно с помощью световых вот технологий, с помощью эксперт-операторных взаимодействий пытаться соединять это все и уменьшать вот эту конфликтность, которая в мире происходит. И светлицы как раз они помогают вот как бы вот налаживать вот эти связи, их усиливать, и добавлять вот в эти синтезные процессы что-то, что, в общем-то говоря, обычно часто нам по жизни не хватает. Какой-то энергии, какой-то харизмы, каких-то еще других сторон. И поэтому ну, как бы вот есть возможность потренироваться, как этими структурами можно пользоваться для не только для себя, но и как бы для более каких-то глобальных задач для общего блага. Ну и тогда я хочу поблагодарить всех участников за интересный вечер, который нам удалось здесь провести всем вместе, за то, что нам удалось какой-то наладить контакт друг с другом, с миром новый, и попытаемся мы это все использовать для того, чтобы дальше наша жизнь становилась еще лучше. Ну что ж, еще раз спасибо большое. Поем песенку. Говори. Всё, до свидания, до новых встреч. Ку-ку, бай-бай. Bye.